Well, hopefully we'll have a good day today in Eschatology. И надеюсь, сегодня мы проведем прекрасный день, изучая эсхатологию. In fact, what we have to study today are some of the most exciting parts of all of Eschatology. И то, что нам осталось изучить сегодня, это на самом деле одна из самых вдохновляющих частей, один из самых вдохновляющих разделов эсхатологии. Spend a lot of time looking at that period of time called tribulation. Мы с вами много времени провели, исследуя вот этот период скорби. And even you asked, how do we apply this? It's just so dreadful, so negative. И даже вы вот как-то спросили, да, как мы это можем применить в нашей жизни? Все настолько там негативно, настолько ужасающе. Well, there's one more issue that we'll deal with that pertains primarily to the tribulation. Ну, есть еще один вопрос, который относится именно и в первую очередь к скорби. And hopefully we'll get done in the first hour with it. И надеюсь, за первый час мы с этим вопросом справимся. That deals with Antichrist. Это вопрос Антихриста. And then the rest is all very positive. It's all glorious and the future that you and I will enjoy. И оставшаяся часть курса, она вся уже будет очень положительная, позитивная. Это то славное будущее, которым я и вы будете наслаждаться. At the end of our time yesterday, I gave you different views that theologians take for Antichrist. В конце вчерашнего дня я вам дал вот разные взгляды, которые есть у богословов по поводу Антихриста. And we won't go over them again, but just remind you the anti-Christian spirit or a demonic spirit is what some theologians believe Antichrist is all about. Мы не будем все там изучать подробно, но просто я напомню, что вот некоторые богословы верят в то, что это Антихрист, это такой антихристианский или демонический дух. There are some that believe that world government is a manifestation of Antichrist. Некоторые говорят, что мировое правительство, вот в целом есть такое проявление Антихриста. During the Reformation, a real popular view was that the papacy or all popes were Antichrists. Во время реформации популярным взглядом было то, что папство, да, или лично папа это вот Антихрист. And as we've been seeing, the preterist view sees most of prophecy fulfilled in the first century. И как мы видели, что претеризм считает, что все пророчества исполнились в первом столетии. So he would relate the Antichrist with the Roman emperors, and particularly either Nero or Domitian. И они связывают Антихриста с римскими императорами конкретными, но обычно это или Нерон, или Домициан. The premillennial view, the view that we take, and what we'll develop in this hour. И премиллениалистский взгляд, которого мы придерживаемся и который мы более подробно разовьем на этом часу, is that it's a combination really, but it focuses in on a person that leads the revived Roman Empire. В премиллениалистском взгляде фокус на Антихристе как на человеке, который будет руководить обновленной Римской империей. In fact, it is a counterfeit Messiah. Ну и на самом деле это поддельный мессия. That has a counterfeit kingdom. И у него поддельное, фальшивое царство. Just as Israel has a messianic king that is the true king. Точно так же, как у Израиля есть мессианский царь, который является подлинным царем. There will be a future messianic counterfeit king. Точно так же будет будущий поддельный мессианский царь. So let's take a look at him, first of all, the origin of him. И давайте посмотрим на него поближе. Во-первых, его происхождение. Let's look at a few verses. We won't look up most of these verses, but let's just look up a few of them. Давайте посмотрим несколько стихов. Мы все не рассмотрим, но просто несколько затронем. Because I don't want to spend a lot of time on Antichrist. Я не очень много хочу времени тратить, исследуя Антихриста. I just want to call attention to the fact that there's a lot of scriptures that deal with Antichrist. Просто хочу ваше внимание привлечь к тому, что есть много писаний, которые говорят об Антихристе. And Jesus himself in Matthew 24, the Olivet Discourse, calls attention to that person. И Иисус сам в своей проповеди на Масличной горе привлекает внимание вот к этому человеку. Turn to Revelation chapter 11.
Откройте, пожалуйста, Откровение 11 главу. And Boba, why don't you look at verse 7 and Constantine 17. Вова, посмотри, пожалуйста, 7 Chapter стих, 17. а Костя 17. Вова, 7, Костя 17 стих, Boba, 11 Revelation главы. 11:7, first of all. Вова, Откровение 11:7. Кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их и убьет их. Okay, the beast, where does the beast come out of? Откуда зверь выйдет? Из бездны. From the abyss. The abyss. Abyss. The origin is from the abyss. Ну, бездна еще как преисподняя, да, вот в английском именно смысл, что это преисподняя. Seems to be related to a place of confinement for demonic spirits. И кажется, что это бездна, это является место заключения демонических духов. And Constantine 17, verse 8. И, пожалуйста, Костя, извини, 17 глава, 8 стих. 17, Уточнение, то есть это не обязательно вода, да? So, it doesn't mean, 8 стих, it doesn't mean the water. This No, abyss. not necessarily, no. Нет, не обязательно. Now, the beast, this is one of the names. We'll look at several names that the Antichrist is described with. Но зверь это одно из имен, и мы рассмотрим несколько имен, которыми описывается Антихрист. And in the book of Revelation, he's called the beast. He's the first beast of chapter 7. И в книге Verse, 13, rather. в Откровении он назван первым зверем, да, то есть это первый зверь в главе 13. And notice again in verse 8. И обратите внимание, 17 глава, 8 стих. 17:8. Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель. И уберется для тех из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира. Видя, что зверь был, и нет его, и явится. Okay, so the first part of the verse Первая часть стиха describes the beast, and it says that he comes out of the abyss, описывает зверя и говорится о нем, что он выйдет из бездны, but eventually goes to destruction. но в конечном итоге пойдет в погибель. There's also a verse in that same passage. И также есть стих в том же самом отрывке. Katya, read verse 15 of chapter 17, 15. Катя, прочитай, пожалуйста, 17 глава, 15 стих. And in chapter 13, where we have the largest number of verses that describe him, it says that he comes out of the sea. So he comes out of the В nations. главе 13 сказано, да, что, где у нас больше всего написано в Антихристе, сказано, что он видит из моря, то есть из вод. И море, как мы уже видели, это народы. So he's not Jewish, he's probably a Gentile. То есть он не еврей, он скорее всего язычник. Now there's a view that is growing today in some evangelical circles И есть взгляд, который в наше время набирает популярность в евангельских кругах, that he will in fact be a Muslim. что этот человек будет даже мусульманином. But the verses they use to support it, I think they stretch them a little bit out of their context. Но я думаю, что вот те стихи, которые они используют в поддержку своей точки зрения, они их немножко уже так растягивают и вырывают из контекста. А море, значит, народы, да? Да, море это народы. А как мы знаем, это... 17 глава, 15 стих. Yeah, you'll find that primarily on the internet. There's a lot of websites that try to defend the idea that the Antichrist is going to be a Muslim. В основном эту идею вы в интернете найдете, там они пытаются как-то так доказать, что Антихрист будет мусульманином. But the combination of these verses, along with some passages in the book of Daniel, Но комбинация вот этих стихов, и также некоторые стихи из книги Даниила, we won't look at them, but you might jot them down. Daniel 7, for example, мы их рассматривать не будем. Daniel 7 verse. verses 7 and 8, Даниила, например, Даниила 7:7, verse 20, verse 23 through 25. стих 20, 23 до 25, в 7 главе. He will head up and be the leader of that 10-nation confederacy that we talked about.
И там говорится в 7 главе, что Антихрист будет главой вот этой конфедерации 10 наций. And it appears that he will be the leader, first of all, of these 10 nations, И кажется, что он будет лидером в первую очередь вот тех 10 народов. which are probably European Confederacy, European nations. И, скорее всего, это Европейский Союз, Европейская конфедерация. And from that base, he will rise to world prominence and become a world dictator. И на основе этого он добьется всемирной значимости и станет диктатором всего мира. And we already mentioned that he's a member of the unholy or the evil trinity that is described in the book of Revelation. Мы уже упоминали, что он является вот членом этой не святой, нечестивой троицы, упомянутой в книге Откровения. The dragon in chapter 12 is Satan himself. Дракон в 12 главе это сам сатана. The first beast is Antichrist, including those verses we've been looking at. И первый зверь это Антихрист. И вот, об этом мы говорили вот в стихах, которые уже исследовали. And then we've been talking about the second beast in Revelation 13 is the counterfeit Holy Spirit. И потом мы уже говорили о втором звере, это как подделка под Духа Святого. Called the false prophet in that passage. И в этом отрывке он называется уже пророком. Now there's a variety of names, and we won't look these up, but I'll just give you the scriptures. И есть много имен, и мы не будем все рассматривать, я просто вам приведу отрывки Писания. He's called Antichrist. Его называют Антихристом, да, вот этого первого зверя. 1 John 2:22. 1 Иоанна 2:22. He's called one who makes desolate. Он называется сыном погибели. Daniel 9:27. Даниила 9:20. Or is that correct? Wait a minute, that's not right. It's not right, probably. I got these out of order. This is the son of destruction. Да, сын погибели, да. That's 2 Thessalonians 2, verse 3. Это 2 Фессалоникийцам 2, 3 стих. Called the lawless one in that same 2 Thessalonians 2. Называется также беззаконником он, тоже в 2 Фессалоникийцам 2. Verse 8. Но в стихе 8 уже. He's also called the man of lawlessness in 2 Thessalonians 2:3. Son of destruction, окей, got it. Да, также назван человек беззакония, тоже во 2 Фессалоникийцам 2:3. He's one with a fierce countenance, that's Daniel 8:23. Это человек со свирепым лицом, это Даниила 8 глава, verse 23, yeah? Yes. Daniel. Or, let's see. Даниила 8 Yes, 8:23. Даниила 8 глава, 23 стих. He's called a despicable person in Daniel 11:21. Назван отвратительным человеком в Даниила 11:21. And by the way, these names tell us something of his character. Ну и эти имена нам очень многое говорят о его характере. He's called a worthless shepherd in Zechariah 11:16 and 17. В Захарии 11 главе, 16-17 стихе он будет назван негодным пастырем. Now remember in Scripture that a name is very significant. A name of a person is significant. И помните, что в Писании имя человека весьма важным является. A name is not just a label like in my culture and probably Ukrainian culture. Имя это не просто какая-то метка на человеке, как в вашей и моей культуре. But a name represents the total person. Но именем обозначается весь человек в целом. And a name describes their character or their personality or some aspect about them. И имя описывает личность человека, его характер, какой-то аспект, касающийся его или ее. Remember in the book of Genesis, many of the names were given to some of the people there in association with their personality or character. Помните, как в Ветхом Завете, в книге Бытие, многие имена давались людям в связи с их характером, в связи с их личностью. And remember, God changes a name sometimes because it indicates that there's a change in relationship with Him.
И помните, что Бог даже порой меняет имя человека, подчеркивая тем самым, что произошла перемена в отношениях с ним. Remember, Abraham's name was changed, Sarah's names would change. Помните, имя Авраама поменялось, имя Сары поменялось. In the New Testament, Jesus changes Cephas's name into Peter. В Новом Завете Иисус меняет имя Петра на Кифу. Because Peter now will take on a new personality, a new character, new attributes. Поскольку Петр вот в тот момент он берет уже на себя другую личность, другой характер, другие атрибуты он принимает. So these names describe the character, the nature of Antichrist. И вот эти имена таким образом описывают характер и природу Антихриста. He's also described as one who makes desolate. Также он назван тем, кто создает запустение. That's Daniel 9:27. Даниила 9:27. That's the verse that Jesus refers to in Matthew chapter 24, verse 15. Это тот стих, который цитирует Иисус в Матфея 24 главе, 15 стихе. He's called the beast in all those passages that we looked at a moment ago, particularly 13:1, Revelation 13:1. Во всех тех отрывках, которые мы исследовали до того в книге Откровения, особенности в 13 главе, он назван зверем. He's called a little horn, Daniel 7:8. В Даниила 7 главе, 8 стихе, он назван маленьким рогом. It's called a prince in Daniel 9:26. Он назван князем или вождем в Даниила 9:26. He's called a willful king in Daniel 11:36. И в Даниила 11:36 он назван царем, поступающим по своему произволу. So these describe the personality, the character of this very despicable person. И вот такими словами описывается личность и характер вот этого весьма отвратительного человека. And besides that, we have detailed descriptions of this person, besides the names, but some specific descriptions. И помимо этого у нас есть такие очень конкретные описания этого человека, его характеристики. Obviously, from the name beast indicates that from God's perspective, he's a beastly character. И what can you explain? So is he human? Is he? Well, he's human, but he has a character like the vision that Daniel saw of 4 different beasts, wild animals. Да, ну, то есть само имя зверь подчеркивает, что у него природа такая зверя, ну, подобно вот тем диким зверям, которые видел в Даниила пророк. He is like an animal that rips people apart. Он подобен животному дикому, которое разрывает человека на части. So he is a beastly character. То есть вот у него характер и природа зверя. He also, these are all from Revelation 13, by the И way. это, кстати, все мы читаем в Откровении 13 главе. He's described as a personal being. These are in verse 1. A person, not a force or Он not a philosophy. в стихе 1 описан именно как личность, как личностное существо, не какая-то сила, не какая-то философия. He's a miracle worker. We see he performs miracles in chapter 13. Он является царем всего мира. Он miracle worker. It doesn't fit the slide. It's an ungodly, egocentric guy. Like something. Okay. Charismatic, is that? No. No? So maybe I had these out of order. Can I look at your slides and compare them? Okay. What's the next one here? Totalitarian leader. Okay, he's a totalitarian leader. That's verse 2. Он тоталитарный лидер, это мы видим во втором стихе 13 главы. He will take total control of all of the world. Он получит абсолютную власть над всем миром. He's arrogant, or let's say a spiritual person. Supernatural. Supernatural, spiritual. Да, то есть он сверхъестественная личность. That's also in verse 2. И также это мы видим во втором стихе. And he will be a global leader, a leader of all the world. И он будет глобальным лидером, лидером всего мира. That's in verse 13. В стихе 13 мы это видим. He's anti-God, or against everything that the true God stands for.
он абсолютно безбожный, то есть... He's a counterfeit God. Да. Короче, он абсолютно противится Богу, и он является подделкой под Бога. And what's Yeah, that? Eric? counterfeit God. Counterfeit God. Okay. What's this one? The man with charisma. Okay, charismatic man. Да, он очень харизматичный человек. So these are some of the descriptive phrases and things that describe him in Revelation chapter 13. Да, ну вот это вот некоторые фразы, которые описывают его в Откровении 13 главе. Вова. При всем при этом он как бы будет нравиться людям, ну, такими своими внешними качествами. So, even being so despicable and evil person, he would be pretty likable by the people, isn't it? Everything will be a deception. Yes, very good Yeah. point. Все, вообще все люди будут в обольщении. Now, Revelation 13 is the vision that John gets, and it's a description from God's perspective. И Откровение 13 глава – это видение, которое получает Иоанн. Это, конечно же, откровение с Божьей точки зрения. Yeah, the world will see him as a leader that they even will be willingly wanting to worship. Да, и мир будет видеть его как лидера, которому они даже добровольно захотят поклоняться. So he's going to be, like we say here, charismatic in terms of attracting the crowd. То есть он будет харизматичным в том смысле, что он будет собирать толпу людей вокруг себя. He will probably be an attractive person that people want to be with him. Он, скорее всего, будет привлекательным человеком, так что люди захотят находиться рядом с ним. Somebody that attracts more power and people are willing to bow down to him. И он будет человеком, который привлекает к себе все больше и больше власти, и люди хотят преклониться перед ним. And we can contrast, the reason he's antichrist is because we contrast him with Christ. И причина, по которой мы называем его антихристом, в том, что мы хотели бы видеть контраст определенный его и Христа. So he's a beast. То есть он зверь. He's in the image of Satan. Он по образу сатаны создан. Comes out of the abyss. Он пришел из бездны. He's a man of sin. Он человек греха. Totalitarian king. Он тоталитарный царь. Charismatic, as we've said. Он харизматичен, да, как мы говорили. He performs miracles, but they're deceiving miracles. И он творит чудеса, но это обольщающие чудеса, чудеса для обмана. In the book of Revelation, he's called the beast, and in the book of Revelation, Christ is called what? И в книге Откровения этот человек назван зверем, а Христос назван Lamb. The Lamb. А что значит, что он из бездны? То есть он не физически рожденный или как? So, what does it mean that he came from abyss? Was he born physically by woman? Yes, he's a human person. That's one of the points I made. He's a real human being person. Он человек, то есть он обладает человеческой природой, он реальное человеческое существо. But again, the reality from God's perspective, he's a satanic character that comes from the place of confinement for demons. В реальности, вот с божественной перспективы, он сатанинское существо, он тот, кто пришел из убежища или как это, из места, которое было, где были в заточении демоны. In reality, his spirit and the reality of his soul is demonic. Я He's думаю, going to be probably the ultimate demonic possessed person. в реальности, я думаю, что душа его полностью демоническая. То есть, на самом деле, это будет вот человек, который абсолютно будет одержимый. In fact, when we speak of demon possession, we think in terms of demonic spirits or individual demons. То есть, когда мы говорим об одержимости демонами, мы говорим вообще, об демонических духах, об отдельных демонах. This person seems to be possessed by Satan himself. И этот человек будет одержим самим сатаной. Right? So his real origin is a place of confinement where Satan will be bound as well. То есть его реальное происхождение как раз-таки вот из того места заключения, где в конечном итоге будет сам сатана.
Ні, я питала, а хто його батьки, якщо він народжений, він So who are his parents if he was born like as a human? They're not given to us in Scripture. Не сказано в Писании. But like I've been saying, he's probably from Europe. He's probably one of the from one of the European nations. Но, как я сказал уже, он, скорее всего, из Европы, из одной из европейских наций. But a lot of the descriptive terms are from God's perspective. Но много вот таких описательных терминов о нем, они с Божьей точки зрения. And the reality of who he is. Описывается реально, кем он является. Like Boba asked, the rest of the world, they'll be deceived by him. И как Вова спросил уже, да, большая часть мира будет в обольщении в отношении него. He will come in the image of Satan. Now he won't look satanic, but remember, Satan comes as an angel of light. И он придет, он будет образом сатаны, он не будет выглядеть как сатана, но мы же говорили, да, сатана предстает как ангел света. Christ comes in the image of God, the true God. И Христос пришел, чтобы явить нам образ Бога, истинного Бога. In fact, Jesus, we call him, we talk about the incarnation of Jesus. И of God. Incarnation of God in Jesus. Да. И мы говорим о том, что в Иисусе воплотился Бог. The Antichrist will be something of an incarnation of Satan himself. И в Антихристе мы можем видеть, что это воплощение самого сатаны. Jesus comes from heaven, obviously, in contrast to the beast. Очевидно, пришел с небес, в отличие от зверя, который пришел из бездны. Antichrist is a sinful man or man of sin. Антихрист — это человек греха, Christ is sinless. и Христос безгрешен. Even though he's a king over the world, и даже несмотря на то, что Антихрист является царем над всем миром, Jesus is described how? Да. Eventually he is King of Kings. Да. То есть Иисус является все же царем царей. And Satan is charismatic. Jesus is humble. Антихрист харизматичен, но Иисус смиренный. Now, the miracles of Antichrist deceive the world. И чудеса Антихриста обольщают мир. They're satanic. Потому что они сатанинские по природе. Satan can perform miracles through people. И сатана может совершать чудеса через людей. For Jesus, the miracles that he performed demonstrates that in fact he is the incarnation of God. Но когда Иисус творит чудеса, они просто подтверждают, что Он и есть воплотившийся Бог. They do seem to be genuine, miraculous works. In other words, things that ordinary men cannot do. Ну, трудно сказать, но кажется, что это будут действительно, подлинные чудеса, то есть вещи, которые человек обычно не может сделать. Remember, angels can do tremendous things. И помните, что ангелы могут совершать на самом деле великие дела. God uses angels to sometimes change even weather patterns in Scripture. И Бог часто использует ангелов, например, чтобы изменить погоду. In the book of Revelation, angels are used to execute some of the judgments, the physical judgments. Откровения ангела используются часто, чтобы осуществить какое-то физическое наказание. So also, Satan is a fallen angel that has miraculous power. И также сатана является падшим ангелом, который обладает чудодейственной силой. Or we should say supernatural power beyond what humans can do. Я бы или так сказать, сверхъестественной силы, которая превышает возможности человека обычного. And God permits him during this period of time to do works that appear to be miraculous and probably are miraculous. И Бог позволит сатане в течение этого времени совершать дела, которые будут казаться чудесными и, скорее всего, будут чудесными. Боба? А это получается даже больше, чем волхвы в Египте, которые противостояли Моисею. So it seems like it would be something even more than this Magi in Egypt who opposed Moses. Yes. Да. Right. More than that. This will be probably the greatest display of miracles by Satan any time in history. Намного больше будет, и, скорее всего, это будет наибольшее проявление чудес, сотворенных сатаной за всю историю человечества.
Now, this is the program that is laid out for us in Scripture. In other words, this is the, by program, I don't know how it's translated, but the idea of his career or the things that he endeavors to accomplish. То есть, ну вот такая вот дальше мы видим, как в Писании сложена его программа, да, то есть какие у него планы, каких целей он пытается достичь. He has a particular career that he has endeavored to accomplish some goals. То есть у него есть определенная карьера, и в течение этой карьеры он планирует достичь определенных целей. In fact, we can list some of them. И мы даже можем перечислить некоторые из этих целей. In other words, this is kind of his story, if you will, or the things associated with him that will take place. Вот это его история, или вот те вещи относительно него, которые должны произойти. Now, there's not a passage that indicates this, but some theologians conclude that there's probably going to be a power vacuum that needs filling. Ну, нет отрывка, который нам бы об этом прямо сказал, но некоторые богословы считают, что будет определенный вакуум власти. There's going to be a lack of leadership at least on the world stage. Будет нехватка лидеров, руководителей на мировой арене. And he will fall into that leadership position, and people will think that he is this great leader. И он подойдет вот к этому, к руководящей этой позиции, и люди все решат, что он великий лидер. Now there is a passage, 2 Thessalonians 2. И есть отрывок во 2 Фессалоникийцам 2. In fact, let's look that one up. Whose turn? Давайте Sasha? посмотрим его. Чья там очередь, Саша? 2 Thessalonians 2, chapter 2, verse 3. Вторая глава, 2 Фессалоникийцам, 3 стих. And we'll read a few verses there. Прочитаем несколько стихов оттуда. And Sergey, look up Revelation 6:2. И Сергей, прочитай Откровение 6:2. In fact, skip that one. Go to Daniel. Go to Daniel 8. Вообще-то не надо. Вот этот вот лучше открой Даниила 8 главу. And Katya, look up Revelation 13. И Катя, открой, пожалуйста, Откровение 13 главу. Now in 2 Thessalonians 2, this is one of the key passages in all the New Testament. И 2 Фессалоникийцам 2 это один из ключевых отрывков во всем Новом Завете. That describes the career or some of the major things related to Antichrist. Который описывает карьеру, ну или такие вот важные ключевые вещи касательно Антихриста. Start reading in verse 3, Sasha. Начните читать с 3 стиха. 2 Thessalonians 2:3. 2 Фессалоникийцам 2:3. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления и не откроется человек греха с ним погибнет. Okay, I think that apostasy is what we looked at when we were talking about the church. И я думаю, что вот это отступление, это то, что мы с вами рассматривали, говоря о церкви. That's going to come first. Это придет в начале. Now, this verse also indicates that this man of lawlessness, remember we looked at him, that's one of his titles or names. И вот этот отрывок также показывает, что вот этот беззаконник, да, вот то имя, которое является одним из его имен. I don't think he will be known in the church age. He will be revealed, I think, during that tribulation. И я не думаю, что этот человек будет известен во время века церкви. Я думаю, что он откроется уже во время скорби. In verse 4, read that one. This is one of the most important things that he does. И стих 4, вот прочитайте, это одна из самых важных вещей, которые он делает. Противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святыней, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. That, I believe, is the very high point of all of his career. И я думаю, что это самый пик его карьеры, наивысшая точка. I think that is what Jesus is referring to in Matthew chapter 24, verse 15. И я думаю, что именно к этому относятся слова Иисуса в Матфея 24 главе 15 стихе. This verse says that he will stand up and declare himself to be God himself. Этот стих говорит о том, что вот этот человек встанет и сам себя провозгласит Богом. And he will do this in the temple of God. И он это сделает в храме Божьем.
And I think that's what Daniel refers to in Daniel chapters 9:27. И я думаю, что именно об этом говорит Даниил в Даниила 9 главе 27 стихе. And Jesus as well, when he desecrates the temple by blaspheming God, by claiming to be God. И Иисус сам говорит, что Он осквернит храм и будет называть себя Богом. I think this is such an important event that it's described in terms of the time frame in the middle of the tribulation. И я думаю, что это настолько важное событие, что о нем сказано вот совершенно точно в плане даты. И сказано точно, что это будет в середине скорби. And then in verse 5, Paul just reminds the reader that he's already told them about Antichrist. И в стихе 5 мы видим, что Павел напоминает читателям, что он им уже говорил про Антихриста. Now read verse 6, because I think it's another thing that's very important. Но прочитайте, пожалуйста, 6 стих, и, по-моему, это очень важно. И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Okay, something restrains him now. Нечто удерживает его сейчас. Now it's not clear, but I take it that it's the Holy Spirit that restrains Antichrist now. И это не так ясно из текста, но я придерживаюсь того, что именно Дух Святой удерживает Антихриста в наши дни. Verse 6 also seemed to indicate that there will be a future time when he will be revealed, when the restraint will be removed, restrainer will be removed. Стих 6 также говорит, что в свое время этот Антихрист откроется, когда будет, когда удерживающий перестанет его удерживать. Да, возьмется, перестанет удерживать. That's verse 7. Do you want to read that one, Sasha? Это уже в стихе 7 мы читаем. Прочитай, пожалуйста, Саша. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. Okay? In other words, there's always a spirit of lawlessness. There's always man's sinful depravity that leads to lawlessness. Иными словами, всегда есть вот это беззаконие человеческое в людях, есть этот дух беззаконный. This mystery of lawlessness you see throughout the Old Testament. Вот эта греховная природа, мы весь этот дух беззакония видим уже по всему Ветхому Завету. Now it's kind of a mystery because we think that ultimately it comes only from man. И это тайна, потому что мы думаем, что это в первую очередь исходит от человека. But the real source is Satan and demonic forces themselves. Но реальный источник вот этого беззакония – это сатана и демонические силы. But that lawlessness that manifested throughout history, но вот это беззаконие, которое проявляло себя на протяжении всей истории, God always restrains. Бог всегда его ограничивал. There'll be a time when that restraint will be lifted, and that's what makes that 7-year tribulation so horrendous. И Бог его сдерживал, и вот будет время, когда Бог эту сдерживающую силу удалит, и именно поэтому время скорби будет настолько ужасным. So verse 7, I take to be a reference. It's not clear, but I think it's a reference to the Holy Spirit. И потому я воспринимаю 7 стих как указание, намек на Духа Святого. Там не ясно, но я так читаю. He is taken away. In other words, he is taken. The restraint is removed. Да, то есть Дух Святой будет забран, и удерживание, сдерживание будет удалено. And that'll happen, I think, in the tribulation period. И я думаю, что это случится как раз-таки в период скорби. And then read verse 8 as well, Sasha. Стих 8, прочитай, пожалуйста, Саша. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Okay, we have a description of the end of his career here. И мы здесь видим описание конца его карьеры. He'll be revealed, he will have his career very short, and then he'll be destroyed. Он явится, у него будет очень короткая, хотя яркая карьера, и он будет уничтожен вскоре. Okay. Now the next verse says that he's coming with all the. We probably ought to read it because we were asking questions about it. Verse 9, you mean? Yeah, let's read verse 9. Да, и вот дальше, вот 9 стих, по нему были вопросы, давайте прочитаем. Go ahead, Sasha. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными.
Okay? Does that help answer Bova's question earlier? Помогает ли это ответить на вопрос, который Вова задал ранее? He comes in all of the power of Satan with signs, false wonders. И Антихрист придет в силе сатаны и будет совершать ложные чудеса. I think they are real displays of power. И я думаю, что вот эти чудеса будут действительными, настоящими проявлениями его власти и силы. But they're false in the sense that they're not coming from God, they're coming from satanic Но они forces. ложные в том смысле, что они исходят не от Бога, а от сатанинских сил. So there's a lot in 2 Thessalonians 2 that describes the career of Antichrist. И потому в 2 Фессалоникийцам 2 очень многое описано такого, что из чего мы можем понять карьеру Антихриста. Now we read Revelation 6:2 when we were talking about the seal judgments. И мы читали с вами уже Откровение 6 глава 2 стих, когда исследовали суды печати. So we won't look it up, but it speaks of him bringing this false peace. Но мы уже пересматривать не будем, но там говорится о том, что Антихрист принесет ложный мир. And we need to probably read again Daniel 9:27, Sergey. That's И, verse. наверное, нам снова надо прочитать Даниила 9:27, Сергей, Because this covenant is so important. поскольку настолько для нас важен этот завет. We read it before, but remember the Antichrist will enter into covenant with the nation of Israel. Мы читали уже это раньше, но помните, да, Антихрист заключит завет с народом израильским. Daniel 9:27. Даниила 9:27. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Okay? Remember that verse? And he Помните breaks этот the стих? covenant in the middle. И в середине скорби он нарушит завет. He will rise to power, I believe, after he begins this false peace. И я думаю, вот сказано о нем, что он восстанет в силе, и как мне кажется, что это случится после того, как он принесет вот этот ложный мир на землю. Katya, why don't you look up Daniel 8? Катя, посмотри, пожалуйста, Даниила 8 главу. Не откровение? Даниила 8 глава, 23-27. Daniel 8, start in verse 23, and this is a description of Antichrist. Да, и Даниил 8:23 это описание Антихриста. Под конец же царства их, когда отступники исполнят меру беззаконий своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя и не его силой, и он будет производить удивительное опустошение и Okay, успевать. just 23, first of all. Просто 23. Okay? Now, a king will arise. Восстанет царь. And then we have a description of his character. He's insolent, but he's got great ability. He's skilled in politics. Да, то есть видите тут описание его характера. Он наглый, но при этом искусный в коварстве, в политике. So he rises to power, but he also uses that power, particularly in verse 24. Read И 24. он укрепится в силе, и он особым образом будет использовать эту силу. Прочитайте стих 24. 24, ты уже читал его, да? И укрепится сила его, хотя и не его силой, и он будет производить удивительное опустошение, и успевать и действовать, и губить сильных, и народ святых. Okay, so he has mighty power, То есть он будет могущественен, but могущественная notice сила. it's not his own power, it's satanic power. Но обратите внимание, это не его собственная сила, это сила сатанинская. And then we have a description of great destruction. So he rises to power and he is a destructive leader. И далее мы читаем описание великого опустошения, да, то есть он придет к власти, но он будет разрушительным лидером. And we have further description in 25. Go ahead and read that. И у нас есть еще описание в 25 стихе, прочитайте его, И при пожалуйста. уме его, и при уме его, и коварство будет иметь успех в руке его, и сердцем своим он превознесется, и среди мира
погубит многих, и против владыки владык восстанет, но будет сокрушен нерукожим. Okay. And notice he will oppose the prince of princes. This is probably an allusion to Christ. И видите, сказано, что он восстанет против владыки владыки. Это, скорее всего, намек на Христа. And then we have another description of his end. He will be broken without human hands. Да, и дальше описан его конец, но он будет сокрушен не рукою, ну, имеется в виду, не рукой человеческой. Possibly an allusion to what we've read in the book of Revelation concerning what Christ does to Antichrist. И, скорее всего, это намек о том, что мы читали в книге Откровения уже, намек на то, как Христос уничтожит Антихриста. Much of what he accomplishes is through deception. That's the first part of the verse 25. Значительная часть его достижений произойдут благодаря обольщению. Это то, что мы читаем в начале 25 стиха. In Revelation 13, we won't look it up, but there's many verses there that describe his world rule, the rule of the world. Откровение 13 глава мы не будем смотреть, но именно эта глава описывает его всемирное господство. He will be a totalitarian ruler that controls all of the politics and all of the culture. Он будет тоталитарным правителем, который будет контролировать всю политику и общество. He will also control all of the economic world. Также он будет контролировать всю экономику мира. And he will control the religious world as well. Но также он будет еще и контролировать религиозный мир. So I gave you a sketch of his career. И я вам дал такой беглый набросок его карьеры. And we'll also list on here political power. И мы также, вот следующий пункт его программы, это его политическая сила. Verses 1 through 10 focuses in on his political power. Но стихи с 1 по 10, 13 глава описывают политическую власть или политическую силу Антихриста. And 13, 16 through, what is it, 18? 13 глава с 16 по 17 стих описывает его экономическую мощь. Emphasizes his economic power. Да, описывает его экономическое могущество. And then thirdly, Revelation 13, what is it, 7 through 8. И в-третьих, в 7-8 стихе 13 главы emphasizes his religious power. Подчеркивается его религиозная сила. And that's also that 2 Thessalonians passage that we looked at. И также об этом сказано в отрывке во 2 Фессалоникийцам 2 главе. What was it? 3, 6, 3, 7. 3 through 9, actually. Yeah. Да, ну также во 2 Фессалоникийцам 2 глава с 3 по 9 стих. So that's the program of Antichrist. Вот это вот программа Антихриста. Now, religiously, he performs signs and wonders. Но в религиозном плане он производит чудеса и знамения. We looked at the 2 Thessalonians passage, that verse 9. Мы уже исследовали вот этот отрывок во 2 Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих. He elevates himself above all, including even God himself, making himself out to be God. Он возвышает сам себя над всем, даже выше Бога, он сам себя провозглашает Богом. That's in 2 Thessalonians 2 as well. Это также во 2 Фессалоникийцам 2 мы читаем. He will dominate government. Он будет доминировать в правительстве. And the entire world will worship him. И весь мир будет поклоняться ему. And one of the key verses there is Revelation 13, 3 through 4. И один из ключевых стихов здесь это Откровение, 13 глава, 3-4 стих. All the world will worship him. Весь мир будет поклоняться ему. And that begins when he declares himself God in the temple. И это все произойдет, когда он провозгласит себя в храме Богом. Мир начнет ему поклоняться. Jesus calls that the abomination that makes desolate. И именно вот это событие Иисус назвал мерзостью запустения.
And one of the other things that he does religiously is he persecutes the believers. И еще одна вещь, которую он делает в религиозном плане, это он подвергает верующих гонениям. Okay? Okay. So the end of the age begins with a covenant. Конец, the beginning of that age. At the beginning of this 7-year period is a covenant with Antichrist. That's that Daniel passage. То есть вот начало Великой Скорби начинается с установления завета, описанного в Даниила 9 главе. So on a timeline, he takes control of the 10 nations early on, I believe. И как на нашей временной шкале написано, что в самом начале своей карьеры он берет контроль над этими 10 народами. That will lead to the control of the entire world. И это в итоге приводит к контролю над всем миром. And he will rise to power until he reaches a point where he claims to be God himself. И он возвысится во власти до того момента, до той степени, что провозгласит сам себя Богом. And that'll be in the middle. И это будет в самом центре скорби, в самой середине. And that's the abomination that makes desolate that Jesus refers to. И вот это та мерзость запустения, о которой говорит Иисус. And then his empire begins to crumble, fall apart, and eventually is destroyed. И потом его империя начнет распадаться, разлетаться на части и в итоге будет полностью уничтожен. So he's destroyed at the second coming. То есть он будет уничтожен при втором пришествии. So that leads to the destruction of Antichrist. И это приведет к уничтожению Антихриста в конечном итоге. And we read the passages in Revelation. That would be partly at Armageddon. И мы читали уже эти отрывки в Откровении. Его кончина случится в основном при Армагеддоне. We looked at Revelation 16:10. Мы смотрели Откровение 16 главу 10 по 16 стих. And 16, and then we also looked at 19, chapter 19. И также мы смотрели 19 главу с 17 по 20 стих. His destruction. Это уничтожение Антихриста. And apparently it takes place in that same valley that I showed you these photographs. И очевидно, что это произойдет в той самой долине, фотографии которой я вам уже показывал. Megiddo. Вот гора, вот место Мегидо. Okay. Долина That's the Израиль. ancient site of Megiddo. Вот это вот древняя раскопка Мегидо. And then he has a final judgment. И потом случится конечный суд. Последний That's суд. the program of Antichrist. То есть это вот программа Антихриста. And this is 19, Revelation 19, 19 and 20. И вот это Откровение, 19 глава, 19-20 стих. Суд над Антихристом. Okay? That's Antichrist. Вот это по Антихристу. Все. Final judgment by Jesus Christ. В итоге он будет осужден Иисусом Христом.